надо ходить к ним в центр 5 лет каждый день. Ситуация сложная, какой-то более динамичный, там очень все плохо. Какие-то вещи, как так, у вас же в базе давно написано быть какие даты свободны. Там номера идут 2 на 2. Помог мне, поддержал меня, 2 пешки, подарок. Чёрт, не без злобы людей. Так, ребята, давайте поговорим. Я вам расскажу, что вообще, зачем я сюда приехал, в Москву. Так вот, когда я начал только первый раз ходить в зал, когда встретил, собственно, Арсена Борисовича, сейчас я вам расскажу небольшую историю, как мы встретились с Арсеном Борисовичем и как я начал ходить в зал. В августе 2022 года мы с Толиком в городе Каражима случайно просто пошли гулять по торговому центру, прогуляться, гуляем, и тут мужик с тросточкой идет и подошел ко мне, говорит, есть у тебя возможность к нам приехать тренироваться. Я говорю, в принципе, есть. И с того момента мы начали с ним общаться, и я начал ездить в зал. И когда первый раз переехали в зал, это было в начале сентября где-то. И тут же Арсен Борисович моим папой позвонили в Москву дикую, такой академик. Можете забить в Яндекс, Гугле, прочитать про него и узнать, кто он такой. И он говорит, я готов вас принять. Тут же сразу же прошел почти год, ну там 9 месяцев, 10 даже. Вот, папа говорит, летом поедем. Вот, приехали летом в июле 17-го, записались к нему на прием. Он сказал, ребят, в общем, что я думал, что вы приехали надолго, потому что надо ходить к ним в центр 5 лет каждый день. 3 месяца проходит подготовка к реабилитации, а потом уже сама реабилитация проходит. Вот, то есть 3 месяца подготовка, а потом самое основное проходит. Он говорит, конечно, ситуация сложная, но что поделать. Месяц, конечно, бесполезно будет, потому что тело же надо все-таки подготовить к упражнениям и так далее. Но дадим вам все равно какие-то более тяжелые нагрузки на месяц, потому что он сказал, что я, конечно, видел его, он про меня говорил, на видео, но пока я не увижу человека вживую, я ничего не могу сказать. Ну, сейчас уже я неделю хожу в центр, сам занимаются меня сперва растягивают, потом со мной другой человек занимается, главный инструктор мой, который
мной занялся. Мы на тренажерах занимаемся. Там все ребят с цепочками связаны. Ты собираешь цепочками и ты выполняешь упражнения. Ребята, я вам скажу так, что да, растяжка больновата, потому что у меня все зажато, спазм. Растягивать это, конечно, все тяжело. Но за неделю занятий я уже вижу результат. Я стал как будто какой-то более динамичный, легче мне стало тело, честно говоря. Что будет через 20 дней, когда позаниматься со мной, когда мы уже домой поедем. Вот это будет интересно. Но за неделю результат будет хороший, я вам так скажу. И этот инструктор вообще хороший такой мужик. Мне нравится, я там почти со всеми так познакомился, общаемся. Блин, так круто. Новые люди, новые знакомства. Это очень круто. И профессионалы своего дела, которые занимаются ребятами. Всякие ребята есть. Если получше меня, есть и похуже. Это да, конечно. Так познакомиться, пообщаться. Мы общаемся с инструктором и занимаемся. Мужик вообще четкий, шутит, смеемся. Круто, круто. Что я могу сейчас сказать? Давайте я вам еще, ребят, расскажу про жилье. В общем, мы хотели сначала в гостиницу заселиться, хостел. Но, как видите, мы живем только в студии небольшой. В общем, я узнал хостел, который находится через дорогу к этому центру. Там очень все плохо. Как плохо. Там нет двухместного номера, что плохо. Только четырехместный, шестиместный. По отзывам все плохо. Постельное такое себе там. Копы, тараканы, пищи. Ванная там плохо тоже. И как бы полудня можно там пожить, но месяц не, спасибо. И как бы, ребят, вдвоем нам как бы комфортнее проживать, чем четвером. Если еще двоих поселят, это будет вообще некомфортно находиться. Я думаю, вы меня понимаете, да. В итоге я начал искать другой хостел. Нашел. Он находился в 2,5 км от хостела до центра. Я как бы все списался с ними. Номера есть, но пишут, что места все заняты. Говорят, мы не можем сказать вам даты, какие свободы. Как так, у вас же в базе давно написано быть, какие даты свободны, а какие заняты. Они говорят, позвоните в середине, в конце июня может что-то изменится. В смысле что-то изменится? А если не изменится, говорят, двухместные
все заняты, капец просто. Но номера хорошие, особенно двухместные. Там новые, у некоторых есть и шкафчик такой, ну, типа стойка. Есть холодильник, в некоторых номерах, в двухместных, есть умывальник, умываться, что тоже хорошо, но тоже не удалось. Я начал искать дальше, так как папа говорил, квартиру очень дорого, потому что мы изначально искали квартиру. В квартире, конечно, ребят, посудите сами, лучше всего проживать, чем хостеле и гостинице. Квартира, так и есть квартира, да. В общем, я нашел какой-то там за 3,5 км до центра. Написали, есть номера, но минус в том, что там номера очень маленькие, идут 2 на 2, там только зайти, лечь на кровать, спать, больше ничего. И номера свободные были. Говорят, вырос с ограниченными возможностями, мы вам дадим чуть больше. Номер у нас есть, чем обычный. Я говорю, ну давайте другого варианта больше нет. Но там покрасили, конечно, все. Но тот хостел за 2,5 км лучше все равно, чем этот. Я всем показывал вот такие комнатки, вот такие. Бэх. А когда приехали, папа увидел эту комнату, ну, номер. Он сказал, что это. А я ему говорю, ну я же вам говорил, что номера вот такие маленькие. Я вам говорил, я всем предупреждал, что номера маленькие, очень. Там только зайти, спать, больше ничего. И говорит, ну что делать? Ищите какую-нибудь другую квартиру. Да я нашел вот эту. Нет, он нашел другую квартиру, однушку, да, однушку на 5-м этаже. Там вроде чуть-чуть дальше, чем вот это. От этой идти до центра 2 км вроде, если я не путаю. А так 3 вроде, но могу ошибаться. Но написали, что в той квартире нет горячей воды. И предложили его этот вариант, студию за ту же цену, но за горячей водой. В итоге, ребят, вот эта студия обошлась до 90. Ничего тут скрывать. А хостел, который я снял на месяц, 2 на 2, он там за месяц 46,5 тысяч. Ну, понятно, в квартире есть квартира. Пришел и сделал. Все есть в квартире. Душ, туалет и так далее. В итоге папа добавил денежек и остановились вот в этой студии. Мне нравится. Да, я и бы и второй бы, наверное, пойду, но там, ребят, еще один минус. Душевая. Там не посидишь столько, сколько тут можно просидеть. Просто сидишь, кайфуешь от воды. Это, конечно, что такое. Там надо торопиться, потому что ты не один. Другие люди тоже
ждут. Вот такая, ребят, история по жилью. Этот район особо не живой. Там находятся телевизионные здания Останкино, то есть ТВ, НТВ, Первый канал и так далее. То есть живем тут реально тяжело. Но за 100 плюс час. Здорово. Здорово. НТВ. Первый канал и НТВ. А там НТВ. Там. И там. Они, наверное, в этот приедут. Больше оттуда и оттуда. На кого? Почему я остановился? Мы как бы живем тут рядом с Останкинской башней, ё-моё, мой русский язык. Красиво, конечно, ребят, красиво. Вот так, ведь выйти, когда улетим, посмотреть везде. Вот играет башня. Светит. Я нигде, ребят, так особо не был. Я, по сути, вообще нигде не был за 23 года. Вот. Что там? В Нижнем Новгороде был. Ну что это? Мы ночью приехали к больнице. Я ничего не видел. Мы объехали город. Там ничего особо не посмотрели. В Архангельске тоже. Сразу в больницу, потом домой. А тут есть какая-то возможность таки походить, посмотреть. Все-таки, знаете, ребят, новые эмоции, новые впечатления. Есть что вспомнить. Вам показать и рассказать. Это будет как бы на память, будет что вспомнить. И я уверен, не последний раз я, то есть не первый, не последний раз в Москве. Все-таки все еще впереди. Время еще есть, думаю, мы еще посетим что-нибудь. А по возможности я для вас посниму все это. Вот так, ребят, мы и живем. Вот, ребят, смотрите, что-то Толик на сигарету нажаем. Котлет и колбасы вот такой. Чё, Толик? Че, есть будешь? Ешь. Андрей опять, как обычно, жрет. В общем, ребята, рассказываю. Я как встал, я сразу телефон поставил на зарядку, сходил, умылся и так далее. Вот потом только меня разогрел это макарошек с котлетой я покушал. Вот, поэтому я не снимал все это, потому что на зарядке телефон был. И на улице дождь был. Прям весь день то идет, то не идет. Непонятно. И мы, в общем, на такси до этого центра ездили. Мужик попался вообще. Крутой. Помог мне, поддержал меня.
хотя не надо было держать. Ну, видно, мужик хочет помочь, ну ладно. Вообще супер мужик. Прям ему респект большой. А обратно мы уже пешком шли. И зашли, Тарик покупал шаурму. Такой небольшой дождик был под крышей, стояли, пока готовили шаурму. Вот. И этот, который готовил шаурму, он нам подарок дал. Просто две лепешки, которые я вчера вам показывал, снимал. Вообще супер. Две лепешки, подарок. Четко. Тоже мужик супер. Погода, конечно, ужасная. Я пришел, у меня тут какао еще было с утра. Я попил с этой лепешкой. Которая вчера была. В принципе, вот такие делишки. Кстати, насчет арбуза, который тоже вчера взяли. Ничего, он такой сладкий, но я так особо вчера его не ел, просто кусочек попробовал. В общем, вот такая, ребят, история. Мужик из такси помог в дождь, подвел меня, пока там коляску из багажника достали и собирал, пока Тарик, он меня подержал. Шаурме, продавец шаурмы, который готовит, дал две лепешки подарок. Вообще очень круто. Вот есть люди вот такие добрые, которые помогают и так далее. Как говорится, мир не без добрых людей. Чем займемся, пока не знаю. Посмотрим. Надо, правда, этот пол подметать. Не знаю, кто это будет, я и Тарик. Кстати, на дорогах такая речка, прям речка. Там в некоторых местах у машин колеса пол колеса затопляет водой. Представляете, вот это нарево. Но при этом очень-очень тепло. Гроза была, гремела. И тепло было. Да и сейчас тепло. И местами здесь тоже бывает такой дождик. Полосами проходит.